Всем привет, с вами Николай, Мир в экономике. В 2019 году Google запускает Stadia. Я так понимаю, это сервис, который позволит через любой браузер Chrome на любом устройстве играть в самые крутые компьютерные игры. Все играли на своих компьютерах в игры по интернету, между собой или там в одиночку. Очень важно было, чтобы компьютер был мощный. Я сам помню, собирал себе стационарник, там очень важна видеокарта. И, конечно, я, смотря на компании, которые занимаются и чипами, и видеокартами, и оптиковолокном, да, провайдеры, все эти компании американские, они все торгуются на бирже, я смотрю на них, и я смотрю на Google, и, конечно, возникает интересная мысль, собственно, какие компании от такого глобального изменения выиграют? Не сместится ли прибыль от производителей железа и игр немножечко в сторону тех, кто поставляет интернет, если это самое главное? Скорость. Только не скорость. Дело в том, что как раз скорость не так важна. Я обратился, естественно, к эксперту, знакомому айтишнику за комментарием. Комментарий специалиста в следующем. Не столько важна скорость, сколько стабильность и минимальной задержки. Минимальные задержки только в меди и свете. Так или иначе, в дом приходит оптика, вот что важно. И медь только последняя миля. Тут экономически дешевле ее использовать. Все остальное компромисс. В заключении знакомый айтишник сказал, что геймеры это все-таки нишевая группа. Ну, хорошо. Я обратился, естественно, к геймеру знакомому. У меня есть и такие друзья. Известный в определенных кругах стример, вот мой друг, добавил ложку дегтя к моему оптимизму. Забыть о пиратстве и о модах можно сразу. Ожидается повышение цен, то есть играть станет дороже. Вот знаете, как с консолью. Ты вроде платишь сначала мало, но потом ты больше платишь за игры. Ну и подождите, нишевая группа, но все-таки, да, игроманов немного, да, геймеров немного, но они в каждой семье. В каждой семье есть ребенок, подросток, студент, который играет. И он захочет крутой комп. Он придет и скажет: папа, ну там уже не тянет игры, да, как было в нашем детстве. Давай новый комп мне. А здесь у тебя есть выбор, что вместо нового компа ты просто подписываешься на более крутой интернет. Собственно, в чем инвестиционная идея? Мы смотрим на провайдеров. Не покупаем акции Google, которые запускает эту стадию, а мы покупаем провайдеров. Совершенно несложно было найти список из 20 крупнейших интернет-провайдеров США. Но я смотрю на крупнейших, акции которых котируются, которые я могу купить. Вот Comcast, AT&T, Verizon, еще CenturyLink, по-моему, тоже есть, Frontier. Я выбрал для себя сейчас Comcast и Verizon, потому что я смотрю по технический анализ как раз помогает, смотрю по графикам, что у них дела идут нормально, и они платят дивиденды. Вообще очень важно обсуждать идеи, да, инвестиционные идеи, поэтому я вот приглашаю всех в комментарии. Давайте оценимся за и против, вообще посчитаем, да, за сколько бы вы согласились играть, да, в час, наверное, как раньше в интернет-клубах играли. Действительно ли может произойти такое глобальное изменение, что не так важен будет мощный комп, как стабильный и крутой интернет? С вами был Николай, Мир в экономике. Комментируйте. Спасибо за внимание. Пока-пока. Я бьюти-блогер, и теперь это бьюти-стримы, бро.